Добрый день, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Людмила. Сегодня продолжаем вязать наши пинетки-сандалики для малыша. Ссылочку на первую часть вы найдете под этим видео. Мы закончили на том, что сделали перемычки боковые на сандаликах, и теперь привязываем нить и вяжем по центру язычок. Такой, куда мы сможем потом продернуть застежку. Вяжем поворотными рядами, все столбиками без накида. В ряду должно быть 7 петель. Мы провязываем эти 7 петель столбиками без накида. Я буду вязать 11 рядов вверх. Вот провязали 11 рядов. Теперь вот этот хлястик, его нужно завернуть и прошить. Можно иголочкой прошить, можно крючком, как вам удобнее. Нужно его пришить. Сюда, вот в эту образовавшуюся петлю, мы будем потом вставлять ремешок, застежку. Так что пришиваем здесь этот вот хлястик. Все, прошили здесь мы, и теперь перед у нас закончен. Теперь приступаем вязать задник нашей пинеточки. Будем провязывать вот эту заднюю часть пинетки. Отступаем от передней части, отсчитываем 5 петель. Ставим маркер, и с другой стороны то же самое, 5 петель от передней части, и ставим маркер. Привязываемся к подошве и начинаем вязать. Ну, с первого это 3 воздушные петли сначала ставим, потому что будем дальше вязать столбиками с одним накидом. То есть от маркера и до маркера следующего вяжем столбики с одним накидом. Крючок заводим в петли по самому краю подошвы. Вот тут очень хорошо видно эти петельки. Сюда заводим и вывязываем все столбики с одним накидом. Довязываем так до конца ряда, до маркера. Вот ряд провязали, вот такой он должен получиться, и теперь надо проверить, чтобы он был ровным с обоих сторон. Посередине складываем подошву и проверяем, чтобы ровненько было все. Изнаночный ряд весь вяжем столбиками без накида. Следующий ряд 3 воздушные петли и вяжем столбики с одним накидом через одну петлю. Начинаем с 3-й петли от крючка.
Через петлю столбик с одним накидом, воздушная петля, снова через петлю столбик с одним накидом, снова воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, и так продолжаем до конца ряда. Закончили ряд, воздушная петля подъема, поворачиваем и вяжем столбиками без накида весь изнаночный ряд. Один столбик вяжем под арочку, следующий столбик над столбиком с одним накидом, потом снова под арочку, снова над столбиком с одним накидом и чередуем до конца ряда. Закончили ряд, теперь будем вязать такой же точно ряд, как мы вязали из столбиков с накидом. То есть мы вяжем столбик с накидом через одну петлю и обязательно воздушная петля, опять пропускаем петлю, столбик с накидом, воздушная петля, снова через одну петлю столбик с накидом, так до конца ряда. Вот закончили ряд. Теперь нам нужно примерить или на ножку, или как вы там примеряете, чтобы посмотреть высоту подъема нашего задника. И я думаю, что уже пора привязывать ремешок, который будет застегиваться за ножку. Вот на правой ножке я ремешок провязала уже, теперь нужно провязать его на левой, но он будет с другой стороны. На правом мы начинали вот здесь с левой стороны сандалика, если заднюю часть к нам повернуть, а на левой будем начинать вот с правой стороны и вязать влево. Для ремешка набираем цепочку из 17 воздушных петель. Вот, думаю, что будет длина достаточная, потому что он еще немножко потянется. Теперь 2 воздушных петли подъема и начинаем в каждую петельку этой цепочки провязывать столбик с одним накидом.
Вот дошли до пяточки и продолжаем в каждую петлю вязать столбик с одним накидом до самого конца ряда. Все, ряд закончили, нить можно обрезать, и наш ремешок уже готов. Сейчас примеряем его по длине, чтобы была достаточная длина. Ну, и я вижу, что длина абсолютно подходящая. И теперь его нужно продернуть просто вот в эту петлю, чтобы можно было потом пришить пуговку или кнопочку поставить. Теперь концы нити, все, что остались, прячем. То же самое провязываем пяточку на второй пинеточке. И в принципе наши пинетки уже почти готовы. Сейчас мы будем просто уже довязывать низ, подошву. Вот у нас есть еще две подошвы, и мы сейчас сделаем двойную подошву, причем ее немножко укрепим, чтобы она была жесткая. Вот у меня есть такой пластик, он довольно тонкий, ну, достаточно плотный. И вот сейчас я на нем вырежу по подошве, обрисую прямо подошву на нем, вырежу две подошвочки такие пластиковые, и потом я их вставлю между двумя подошвами. Вырезаю я их чуть-чуть меньше по размеру, чем сама подошва. Буквально с каждой стороны по миллиметру убираю, чтобы потом можно было легко привязать подошву, и он не мешал. Сейчас начинаем привязывать подошву. Привязываем вот сверху соединительными столбиками. Петелька к петельке. Находим середину на подошве и на изделии, и потом петельку с подошвы, петельку с изделия. И соединительными столбиками обвязываем так всю подошву. Оставляем небольшое место для того, чтобы можно было вставить пластик. Вот таким образом проходимся по всей окружности подошвы. А здесь с этой стороны оставим отверстие, здесь ставим пластик.
Поставили пластиковую пластинку между подошвами и теперь закрываем это отверстие полностью. Также провязываем соединительными столбиками до самого конца. Вот провязываем последнюю петлю уже соединительную и затем вытягиваем эту петлю на изнаночную сторону подошвы, на нижнюю часть. Затем этот конец нити мы можем теперь спрятать между двумя подошвами. Пинеточки уже готовы практически. На этой подошве очень хорошо они будут такие плотненькие, подошва хорошо будет сидеть на ножке. И теперь замеряем, какой у нас получился размер. Ну вот 10,5, 11, вот как раз тот размер, который нам был нужен. Осталось поставить застежку. Но я вот решила поставить кнопочки. Можно прицепить пуговички. Тут даже не надо под них вывязывать отверстия, потому что столбики с одним накидом у нас тут очень хорошие есть такие проемы для пуговичек. Можно поставить пуговички. Я ставлю кнопочки. Мне нравятся кнопочки, я вот их поставлю. Это удобно. Чем я ставлю кнопочки, я записывала видео, оно есть у нас на канале. Вы можете его посмотреть. Ссылочку я поставлю тоже под этим видео. Ну вот, кнопочки поставили, очень хорошо застегиваются, так удобно очень, раз застегнул и все. Наши пинетки готовы, и мы можем порадовать ими своего малыша. Друзья, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, у нас будет еще много интересных всяких изделий. И если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, их задавайте, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч на канале!